Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от List Game. Сегодня у нас на обзоре ПТ-САУ советская, прем ПТ-САУ 7 левела, Су-122 44. Вот такая вот годная, красивая тачка. И сегодня полноценный обзор и гайд по ней. И прежде чем мы продолжим, конечно же, прожми лайк под видео. Подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем и передаем слово нашему мехводу Петровичу. Итак, Collision модель нашей Су-122 44. У нас очень маленький. У нас можно разделить все-таки рубку, да, на основную рубку, и есть даже НЛД. Да. Ну, давайте глядеть, что у нас получается. Получается у нас то, что в нижней части рубки в НЛД у нас 130, и это, безусловно, даже для 7 левела очень мало. А вот касаемо ВЛД, 148 у нас снизу, сверху 168, 162. 159. Да, сказать, что прям лютая броня нас не пробивает, нет, но какие-то снаряды основные не голдовые, мы этой рубкой одноклассников можем танковать. Да, восьмерок уже большую часть, что СТ, что ТТ, уж тем более ПТ, вряд ли. А вот семерок одноклассников на основном типе снаряда можем что-то и отбивать. Маска орудия 220, 252, 200 там, ну, маска здесь вот эта крепче, чем основная рубка. Боковое бронирование у нас 75-86 в рубке, но углов горизонтальной наводки не хватит играть там от борта или еще что-то. Поэтому играем от лба, которая, ну, для одноклассников бронирована неплохо. По пушке. Пушка у нас 8 левела. Вот, 122 миллиметра. 390 альфа на основном и на голдовом, 530 на фугасе, 175 пробития на основном, 217 на голде, 64 на фугасе. Заряжается орудие 8 секунд. ДПМ, ребята, это вот, эта пушка, эта ПТшка, это все про ДПМ. У нас 3000 на стоке, 2925. Ну, при альфе в 390 мы заряжаемся 8 секунд. И это опять же настойки, что мы еще улучшим экипажем, оборудованием, там, какими-то, возможно, инструкциями. 0.41 точность. Не самая лучшая, не самая. Хотелось бы, конечно, бы лучше, но нет. Вот. А время сведения почти 3 секунды. По полевой модернизации. Во втором блоке качаем облегченную ходовую, в четвертом отстройку параллакс, а вот в пятом блоке либо ничего не качаем, либо дальше смотрите сами на свой выбор. Настройку эжектора, либо штанговый перископ, что вам важнее, незаметность, либо обзор вашей ПТ-САУ. По оборудованию рекомендую поставить досел, поставить просветленную оптику и вентиль. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный, голдовый у нас подкалиберный. Бронебойный летит у нас 800 метров в секунду, подкалиберный 1000. Вот, фугас 800. Да, у нас неплохая скорость полета на подкалиберном, на основном, конечно, маловато. Конечно, 800 это не жир. По снаряжению. Ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой. Теперь по плюсам-минусам в целом по этой ПТшке. Что же, чем же она так хороша, либо плоха, да? У нас есть посредственное достаточно бронирование. Иногда что-то отбиваем. Но это ПТ-САУ, это про огневую мощь. Это про КД и про ДПМ. Да, вот поставили мы досел, поставили инструкцию на досел, да. У нас есть какой-никакой меняемый экипаж, и, ребята, ДПМ у нас вырос почти до 4000. Вы понимаете, что это мадам в соло может перестрелять практически любой танк на своем левеле. У нас не самые лучшие углы вертикальной наводки, но эта ПТшка, в принципе, умудряется и без них нормально настреливать. Конечно, хотелось бы побольше, но сколько есть. Но, ребята, 3868. По ХП у нас не так все радужно, 840, и это надо учитывать в отыгрыше на картах на этой ПТшке. По мобильности все в принципе нормально, 47,5. Вперед 13, назад 15 лошадей на тонну удельная мощность. Она едет бодро, нормально, хватает менять фланги и все такое. У нас есть даже незаметность 26%, хотя перк незаметности вот из экипажа, который я сюда посадил, вообще еще ни у кого не вкачан. Где-то на 36-38% на этой ПТшке по незаметности вы можете рассчитывать. По обзору. Так, где у нас обзорчик? 418 метров, это на просветленке. Да,
Даже на просветленке 418. Немного. Но обзор нам все-таки нужен. И поэтому я все-таки рекомендую ставить на нее просветленку. Потому что будут моменты на картах, когда просветленка вас будет просто нереально выручать. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте пощупаем эту ПТшку. Посмотрим, собственно, на что она способна. Так, господа, обзор боем у нас Су-122-44. Советская ПТ-САУ 7-го левела, прем ПТ-САУ. Че, поедем в воду, наверное, дефить? Вниз. У них 2 ОИ. Большие шансы, что они по воде полезут. А мы их там встретим голдовыми снарядами. Ну что, зашли и вышли. Приключения на 20 минут. Все, погнали на воду. Так, тут у нас один ВАЗик только поехал, да? Сводимся. Они даже не подозревают, Да. с кем связались. Ну, Не блин. зашло. Почему вниз-то? Все, С авангард. этим все. Вот, в ангар это хорошо. Так, а где у них ОИ? Так, суммы. Оп. Не, ну КД знатная пушечка-то. КД у пушечки знатная. Не пробил. Не пробили. Вижу Рикошет. рикошет. Попал, но не пробили. Да, оба ОИ тут играют. В землю. Блин, центр мы просрали, конечно. Пробития не наблюдаю. Центр мы, конечно, прокекали. Это плохо. Не Ну, как ж ты пробила. вывернул-то, а? Вот. Меткий выстрел. Не Айн, пробил. Броня не пробита. Не пробили.
Точность, конечно, лютая. В землю. Ну что это такое? Ну что это такое? Придется вперед, ребята, ехать. Точность кусок говна. Есть пробитие. Все, убили. Закономерный итог. Убили. Ребят, ну 1,5 дали. Для 7 уже неплохо. 300 насветили, прям бомба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ух ты. А от кого это мы? Вот от кого. Ты гля, какой у него обзор Мне даже хороший. немножко жалко. Что поделать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это очень неприятное попадание, очень! Вот дерьма кусок шустрого. Закружит ведь. Ну ты погляди, а. Блять, мелочь это. Вот это очень неприятное попадание, очень! О, хороший выбор. Убили. Этот навоевался. Все. Ну, ребята, я мог бы это, кстати, возможно, даже дозатащить, если бы меня вот так бы луч тут не это. Леопард или кто он там. Дрянь, это мелкая. Хорошая ПТшка на своем уровне. Пробитие и альфа. Но точность, конечно, забей вообще. Просто забей. Сколько снарядов летело мимо. Ну, вы сами все видели. В целом неплохая. Второе место по урону, 4 фрага.
Все здорово. Но есть нюансы, да. И нюансы это вот, казалось бы, 0.36 точность неплохая. Но все летит в землю, в небо. Даже в танк не летит. Вот, ну, я не знаю. По пятибалльной системе четверка, она в любом случае все равно заслуживает. Для своего уровня очень мощная. Очень мощная. Ребята, у кого есть Су-122-44, конечно же, пишите свои комментарии, как она вам в целом, какое вы используете оборудование. Для ребят, которые только хотят приобрести, я советую. Для 7-го левела прям огонь. Подписывайтесь на канал, прожимайте лукус, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.